Добрый день, друзья! Приветствую вас на нашем канале Pro et Contra, за и против. Мы в Гуадалесте, Коста-Бланка, Испания. 5 лет назад с посадки 5,5 гектаров виноградников в непосредственной близости от знаменитой крепости Гуадалест, которая является одним из самых живописных мест в Испании, ее посещает более 2 миллионов туристов в год, начался проект МАСОС. Это проект возрождения виноградарства и виноделия в регионе Ля-Марина Байша, первые вина которого появились в 2020 году под девизом «Небольшое количество и высокое качество». Это инициатива бизнесмена Серхио Видаля Балагера, которого мы знаем как создателя проекта Дельфин Тауэр в Бенидорме, ссылка на наше видео наверху, и создателя жилого комплекса для пожилых людей Вальфас де Пи, ссылка на наше видео наверху. Его инициативу поддержали все его братья: Хавьер, Эмилио, Пепе и Хуанфер. Серхио самый младший из них. Они уроженцы этих мест, сыновья фермера Эмилио Видаля и Марии Милагрос. Все они очень привязаны к этому региону и заинтересованы в развитии виноградарства в долине Гуадалест, на склоне Сьерра де Айтана. Наша страсть к хорошему вину, которое мы унаследовали от нашего отца Эмилио, а также от наших дедов Пепе и Батиста, вдохновила нас на создание нашей винодельни, говорит Серхио. Нам не сразу удалось найти дом, где жили родители и где родился Серхио и его братья. Ферму Мас Дель Молли. Ориентиром был родник Фон Дель Молли. Их ферма должна была быть где-то рядом. Полезли в горы, но кроме шалаша и прекрасного вида на Гуадалест ничего не нашли. Учитывая, что их дом многие годы использовался как пансион для гостей, и семья планирует переоборудовать его под 5-звездный отель, дом должен быть большим, и Лариса предположила, что большой красивый дом напротив родника вполне мог бы быть домом семьи Видаль Балагеров. Ворота открыты, но никаких табличек нет. По саду гуляет представительный мужчина, похожий на Серхио. Мы набрались храбрости и зашли в сад. Спросили у него, нет ли дом Мас Дель Молли. Лариса угадала правильно. Так мы познакомились со средним братом Серхио Балагера, который любезно согласился ответить на наши вопросы. Мои вопросы девушки переводили на английский и испанский. Он рассказал нам о родителях, об их доме, о винодельне Мас де Андара, о проекте МАСОС и о будущих отелях в этом доме и в Мас де Ламона. Он удивительно радушный человек и приятный собеседник. José Pepe. Es lo mismo. Ajá. Pepe es más amigo, más menos formal. Es el mismo nombre. Mi abuelo Pepe, yo también. Винные традиции в этом регионе имеют глубокие корни и существовали более 700 лет. Так что же случилось? Куда пропали виноградники? Почему их надо восстанавливать? Ответ прост. Американский десант. Как только не называют филоксеру в винном сообществе. Чума, бестия, бич. Всего лишь несколько определений несчастья, свалившегося на европейские виноградники во второй половине XIX века. Тлей, пришедший из Америки, был заражен между 1902 и 1917 годами весь регион, который к 1922 году потерял 40% своих виноградников. Филоксера паразитирует на корнях растений, создавая микрораны, через которые затем внутрь лозы проникают бактерии и вирусы. Со временем корни начинают гнить, и лоза погибает. Утрата виноградников в Гуадалесте стала большой потерей для винного туризма, поскольку в долине есть теруар с исключительными качествами. Известняково-глинистая почва, высота до 650 метров над уровнем моря. Среднегодовая температура Гуадалеста и свежесть летних ночей делает вино продуктом
высокой гастрономической ценности. Кроме того, высота его винодельни Mas de Andara 750 метров и традиционный каменный фасад, типичный для гор, позволяют прекрасно регулировать температуру, которая очень похожа как летом, так и зимой, объясняет Хавьер Веласко, международный сомелье и коммерческий директор Масос. Серхио Видаль Балагер крупный девелопер и опытный бизнесмен. И приступил к восстановлению виноградников профессионально. Он говорит, что следует примеру Вега Сицилия, своего любимого вина, и доверил разработку Масос виноделу из Бордо, Антуану Медевилю, советнику многочисленных виноделин в его стране, который дебютирует с этим вином в Испании. Родившийся в семье виноделов и фармацевтов в регионе Бордо, Антуан Медевиль владеет замком Флёр-ля-Моте, Крю-Буржа в Медоке. Вместе с Эдуардом Масси и Анри Байером он руководит энологическим бюро «Эноконсей», которое консультирует многочисленные винодельни в Сатерне, Медоке, Ант-де-Мерс и Сент-Эмильоне. Его философия основана на уважении к земле и традициям, смело проецируя их во времени, когда навязываются новые технологии. Для этого он не ограничивается разовыми советами во время сбора урожая, основывается на регулярном наблюдении в течение всего года. Он контролирует весь процесс посадки винограда, весь производственный процесс выращивания винограда, создает купаж и контролирует виноделие. По его рекомендациям, следуя философии уважения к традициям и окружающей среде, после очистки и вспашки участка все деревья, оливковые, фиговые и другие, которые занимали террасы, были пересажены по краям виноградника, чтобы интегрировать его в ландшафт и предоставить винограднику пространство, чтобы максимально использовать его эффективность. Более 5 гектаров виноградников в Мас-де-Ламона и Алькала были посажены максимально с уважением к каменным волнистым террасам, существовавшим более 700 лет назад и созданными предположительно маврами, населявшими эти районы в те времена, мотыгами и мулами. В отличие от распространенных прямых террас, морфология земли и ее распределение также препятствует проникновению тяжелой техники, что заставляет работать теми же традиционными методами. Были восстановлены автохтонные, местные, аборигенные сорта Монастрель, Гарнача, Тинторера, также известные как Аликанте-Буше, а также иностранные сорта Каберне Савиньон, Сера, Пти-Вердо и Шардоне. На сегодня произведено 4 марки вина. На этих плантациях родились красные вина Видал Балагер и Албор де Масос урожая 2020 года, Шардоне Мас де Лямона и Монастрел Пенья дель Кастелет, оба урожая 2021 года. Эксперты в предыдущей дегустации, исключительно для профессионалов, уже оценили вино до 94 из 100 для Мас де Лямона и 93 из 100 для Видаля Балагера. Всего в 750 метрах от родового дома Видаль Балагеров, Мас дель Моли, расположена их бодега, винодельня, которая размещена на ферме Mas de Andara. Там же хранятся бочки из французского дуба с произведенными винами. В феврале 2023 года начали обрабатывать еще 5 гектаров в Mas de Andara, и к существующим сортам винограда добавятся еще 2 сорта – Вианье и Темпранильо. Проект Масос – это не просто винодельня. Это новый проект развития туризма в Гуадалесте. Он объединит туристические традиции родительских ферм, к которым добавилось соседнее поместье Мас де Ламона, и любовь к гастрономии их земли, из которой добываются их фирменные масла. Мас де Ламона станет 5-звездным отелем на 24 номера, будет иметь ресторан и будет спроектирован дизайнером интерьеров Александрой Помбо. В 2024 году будет продолжено преобразование в отель
родового гнезда Видаль-Балагеров. Маз-дель-Моли. На сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, ругайте, хвалите. Мы будем знать, что не зря снимаем наши видео. До новых встреч, друзья, до новых видео. Пока.